Очень интересно заметить, во всех этих историях есть один фактор в каждой из этих историй, когда Господь Чайтанья дает свою безвредную милость другим, то ему обычно кто-то помогает. В истории с Кешвой Кашмире это была богиня Сарасвати, в истории с буддистами это была большая птица, и Господь как сфер-душа победил ее сделать то, что она сделала. And as we began to explain yesterday, one of the examples that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave was that of Chandkazi. И очень интересно заметить, как мы вчера отметили в истории с Чандом Кази, который упоминает в своем ответе Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. He said that Mahaprabhu's compassion is complete, while all other forms of compassion are limited and deceptive. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что сострадание Господа Чайтаньи полно и завершено само в себе, в то время как сострадание, которое могут являть другие люди, оно ограничено и поэтому обманывает других. Matsya, Kurma, Varahadev, Ramachandra, and even Krishna distributed mercy only to their devotees and annihilated those who opposed them. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что Матья, Курма, Варахадева и Рамачандра, даже Господь Кришна проливали свою милость только на своих преданных и уничтожали тех, кто противостоял им. Of course, they were all merciful as well. Разумеется, они тоже милостивы. But the point that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying is that there was no more complete form of mercy. No more form of mercy more complete than that which was displayed by Chaitanya Mahaprabhu. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчеркивает здесь, что нет и не было никогда более полной формы милости Господа, более полной формы милости, чем та, которая была явлена Господом Чайтаньей Махапрабху. Because even when Krishna kills the demons, that's his mercy. Даже когда Господь Кришна убивает демонов, это его милость к ним. But Chaitanya Mahaprabhu came not to kill the demons, but to kill the demoniac mentality and spare their lives. Но Господь Чайтанья явился не для того, чтобы уничтожать демонов, а чтобы уничтожать демонический дух в них, в то время как жизни их были сохранены. And not only to spare their lives, but to give them pure love of God. Не только он пощадил самих демонов, но даже даровал им чистую любовь к Богу. That's why Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. No more merciful appearance of the Lord than Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому Рупа Госвами говорит, Намо Махавадане, нет никого более милостивого, чем Господь Чайтанья Махапрабху. In fact, when I begin explaining the example of the Kazi, it will be more understood, but nonetheless there is a quote I wanted to read. Мы это поймем больше, когда будем объяснять историю с Кази, но я хотел бы прочитать в этой связи одну цитату. I'm sure everybody, or many of you are probably familiar with this quote. Наверняка многие из вас слышали эту цитату раньше. It was when Nityananda was taking Jiva Goswami on parikram in Navadvip. Когда Нитянанда водил Дживу Госвами на парикраме по Навадвипе. And he said to Jiva Goswami, "O Jiva, hear my words. The Chandkazi's village is none other than Mathura." Слушай же, Джива, говорит Господь Нитянанда, деревня Чханды-Кази не отлична от Мадхуры. After performing kirtan, Gauranga gave love of God to the Kazi and liberated him. Господь Чайтанья, Господь Гауранга, проведя киртан, освободил Чханды-Кази, даровал ему любовь к Богу. Mathura's King Kamsa of Krishna Lila became Chandkazi and Gora Lila. В Мадхура Лили царь Камса стал в Гаура Лили Кази. В Навадвипе. Yes. And under the orders from Hussein Shah, who was the king of the Bengal Empire, and Jarasandha in Krishna Lila, по указанию Хусейн Шаха в Гаура Лили и царя Джарасандхи в Кришна Лили, the Kazi caused disturbance during kirtan performance by breaking mridangas. Кази тем самым попытался помешать проведению киртана, разбив мриданги. Then the Lord appeared in the form of Nishinga and put fear in the Kazi's heart. Господь явился как Нарасимхадев и вселил ужас в сердце Кази. Like Kamsa, the Kazi cowered in fear. Точно так же, как и Камса, Кази просто сжался от страха. Chaitanya, however, gave him prema and thus made the Kazi a great devotee. Но Господь Чайтанья даровал ему прему и тем самым сделал Кази великим преданным.
Then he says, just see the difference between Vraja Tattva and Navadvip Tattva. Посмотри на разницу, обрати внимание на разницу между Враджа Татвой и Гаура Татвой. Those who offend Krishna are liberated by merging into the Lord's effulgence. Люди, которые оскорбляют Господа Кришну, сливаются с безличным сиянием Абсолюта. Whereas in Navadvip, the offenders receive the treasure of love of God. В то время как в Навадвипе оскорбители получают сокровище любви к Богу. He says a little bit more about the difference between Vrindavan and Navadvip. The emphasis is there that Lord Gauranga's pastimes are most merciful, because even the offenders are delivered. И Бхактивиданта Свами продолжает написание разницы между Навадвипа Лилой и Мадхура Лилой, Кришна Лилой. Но суть здесь одна. Бхактивиданта Свами подчеркивает, что игры Господа Чайтаньи, Господа Гуранги являются всемилостивыми. Of course, Jagai and Madhai are good examples. Разумеется, еще один хороший пример это Джагай и Мадхай. Although previously Jagai and Madhai, they were complete derelicts, no sinful activity that they had not committed. Хотя раньше Джагай и Мадхай были просто отпетыми негодяями, не было такого греха, который они не совершали. It was said of them, the one thing they hadn't done yet is they hadn't offended a Vaishnava. Но единственное, что они не сделали в своей жизни, они ни разу не оскорбляли вайшнавов. Because they never got close enough to one and they were never in a situation where they could offend a Vaishnava. Потому что они никогда не добирались до вайшнавов и никогда не оказывались в ситуации, когда оскорбление вайшнавов становилось возможностью для них. But then look what happened when Madhai struck Nityananda on the head. Но что случилось, когда Мадхай ударил Господа Нитянанду по голове? That was, of course, a very grievous offense. Конечно, это было очень серьезное оскорбление. Then, of course, Lord Chaitanya was ready to sever his head from his body. И Господь Чайтанья за это был готов снести Мадхаю голову с плеч. But because of Nityananda's pleas to Lord Chaitanya, he was begging him, please, you'll be known throughout the universe as the Patita Pavana, deliverer of the most fallen, if you can deliver these two. Но поскольку Господь Нитянанда взмолился Господу Чайтанье и стал обращаться к нему с просьбой, пожалуйста, Господь Чайтанья, если ты сможешь спасти этих двух отпетых негодяев, то уж по-настоящему прославишься как Патита Павана, тот, кто спасает самых и самых падших в Вселенной. Jagai's credit was that when Madhai went to strike him again, Jagai stopped him. И что послужило причиной для особой удачи Джагая, это когда Мадхай попытался снова ударить Господа Нитянанду, то Джагай его остановил. And when Lord Chaitanya heard that Jagai rendered service to Nityananda by stopping Madhai from striking again, his heart melted. You saved my Nityananda? Господь Чайтанья услышал, что Джагай помешал Мадхаю ударить Господа Нитянанду по голове снова, то его сердце просто расплавилось. Он сказал: «О, ты спас моего Господа Нитянанду». And then Lord Chaitanya was very merciful to Jagai. И явил ему особую милость Джагаю. And actually, because of the pleading of Nityananda, Lord Chaitanya actually gave his mercy to Jagai, but not to Madhai. И отвлекаясь на мольбу Господа Нитянанды, Господь Чайтанья даровал свою милость Джагаю, но не Мадхаю. But then when Madhai saw what happened to Jagai for getting the mercy from Lord Chaitanya, Madhai began to say, we're like one soul and two bodies. Oh yeah, one soul and two bodies. No, excuse me. Yes, one soul and two bodies, that's right. И когда Мадхай увидел, что случилось с Джагаем, потому что тот обрел милость Господа Чайтаньи, он сказал: подождите-ка, так мы как одна душа в двух телах. How is it that you've given your mercy to him, but you've not given your mercy to me? Как же ты обделил меня своей милостью, хотя даровал ее ему? And Lord Chaitanya didn't want to give him mercy. А Господь Чайтанья не хотел ему давать милость. But then Lord Nityananda begged on behalf of Madhai. He said, "Oh, he didn't really harm me." Но тогда Господь Нитянанда стал умолять Господа Чайтанью прося его за Мадхая, говоря: на самом деле не так-то и больно было. And by the mercy of Lord Nityananda, he said, I will give this Madhai all my pious credits if you'll simply deliver him. Yes. И Господь Нитянанда сказал Господу Чайтанье, прося его о снисхождении к Мадхаю, что я отдам Мадхаю все свои благочестивые поступки, если ты просто спасешь его. And so, because of the mercy of Lord Nityananda, Madhai was also
relieved from all his sinful reactions. И поскольку он получил милость Господа Нитьянанды, Мадхай также избавился от своих грехов. And then Lord Chaitanya put his lotus foot on his head. И более того, Господь Чайтанья поставил свою лотосную стопу ему на голову. And took all their sinful reactions in their body, in his body. Впитал в себя все грехи, его грехи. Gave him both love of God. Обоим, на самом деле, грехи их обоих впитал в себя и дал обоим им чистую любовь к Богу. So again, this is an example of Lord Chaitanya's very complete mercy. И это еще один пример полной милости Господа Чайтаньи. His harmless compassion, его безвредное сострадание. of course, which was evoked by Lord Nityananda. Но в данном случае побуждающей причиной этого безвредного сострадания послужил Господь Нитьянанда. Prabhupada even explains that sometimes it's seen that a devotee of Lord Chaitanya can do something even that Lord Chaitanya can't do. Шрила Прабхупада объясняет, что иногда преданные Господа Чайтаньи способны на подвиги, которые даже сам Господь Чайтанья в силу сотворить. By the mercy of Lord Chaitanya, even a devotee can perform that which Lord Chaitanya himself was not going to do. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху преданный может способен на такое, что сам Господь Чайтанья не в силу сделать. And that's why Srila Bhaktisiddhanta explains here that wherever he speaks about Lord Chaitanya's mercy, he always says Lord Chaitanya and his devotees. И поэтому, когда бы Бхактиведанта Сарасвати Такур не описывал здесь милость Господа Чайтаньи, он сразу добавляет, что это не только Господа Чайтаньи милость, но и его преданных. Because by the mercy of Lord Chaitanya, a devotee can even do that which Lord Chaitanya himself would not do. Потому что по милости Господа Чайтаньи его преданные могут иногда делать то, что сам Господь Чайтанья собирался делать. And Prabhupada explained that in the commentary on Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии Чайтанья Чаритамрити. How Lord Nityananda was able to do what Lord Chaitanya himself didn't do. Что Господь Нитьянанда смог сделать то, что сам Господь Чайтанья не собирался сделать и не сделал. And then he said that how those who are servants of Lord Nityananda, they can also do even more than what the Lord can do. И Шрила Прабхупада добавляет, что таким же образом преданные Господа Нитьянанды могут сделать еще больше, чем сам Господь Нитьянанда был в состоянии совершить. По милости Господа. Devotee never thinks he's doing. Потому что сам преданный никогда не думает, что делает что-то сам. The devotee is only thinking that how he's serving the Lord and serving the devotees of the Lord. Потому что сам преданный понимает, что лишь служит Господу и его преданным. Those who are true servants can be very successful in the execution of their service. И вот настоящие подлинные слуги могут добиться удивительных успехов на поприще своего служения. Anyways, this is Lord Chaitanya's harmless mercy that everyone benefits by his mercy. Вот в этом заключается милость, безвредная милость Господа Чайтаньи, и он уделяет этой милостью всех. Then Bhaktisiddhanta goes on to say that Mahaprabhu displayed compassion to everyone. И Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур говорит, что Господь Чайтанья являл свою милость всем. He did not even hesitate to show his harmless mercy to the Kazi and the Buddhists. Не колеблясь, даровал свою безвредную милость Кази и буддистам. So yesterday we started to tell the story about the Kazi and how Lord Chaitanya was manifested his harmless mercy to him. Вчера мы начали описывать историю с Кази, как Господь Чайтанья явил свою безвредную милость Кази. And we got up to the point where all the devotees went on Nagar Kirtan. In fact, it was the first Nagar Kirtan. Мы рассказали о том, как все преданные вышли на первый Нагар Киртан. Chaitanya Charitamrita says there were thousands and thousands of devotees. В Чайтанья Чаритамрити говорится, что счет преданных шел на тысячи. Chaitanya Bhagavad said there was thousands and millions. В Чайтанья Бхагавате говорится тысячи и миллионы. One of the differences. Есть некоторое расхождение в Чайтанья Бхагавате, Чайтанья Бхагава и Чайтанья Чаритамрити. And Chaitanya Bhagavad actually gives a very, very detailed description of what took place when Lord Chaitanya ordered everybody to go out into the streets with torches. Чайтанья Бхагавате содержится очень подробное, детальное описание того, что произошло, когда Господь Чайтанья дал свой наказ всем преданным выйти на улицы с горящими факелами в руках. In fact, Vrindavan Das Thakur describes everyone who went out to the streets for Nagar Kirtan at that time to be a little bit more aggressive than Chaitanya Charitamrita is described. И в описании словами Вриндаван Даса Такура
те преданные, которые выходили тогда, накликаясь на зов Шри Чайтаньи Махапрабху на улице Навдвипы, были в несколько более агрессивном духе, чем говорится об этом в Чайтанья Чаритамрите. It describes how everybody was saying, let's go to the house of the Kazi, destroy his house and kill him. Преданные говорит, ну что, все, пойдем теперь штурмом на дом Кази, разберем его дом по кирпичикам, а саму Кази убьем. Whereas Krishnadas Kaviraj Goswami says that they destroyed his garden and destroyed a few things around the house. В то время как Кришнадас Кавирадж Госвами говорил, что ну, они помяли его сад немного и там кое-что сломали в доме. A little bit different details in the two versions, but the essence is the same. Описание этого события в двух источниках отличается друг от друга, но суть от этого не меняется. In fact, Lord Chaitanya also appeared to be a little bit more aggressive, according to Vrindavan Das Thakur. И в описаниях Вриндавана Дас Такура сам Господь Чайтанья также был чуть более воинственным в духе, чем в Чайтанья Чаритамрите описывается. He even said that he was going to kill the Kazi. Потому что в Чайтанья Бхагавате говорится, что сам Господь Чайтанья пообещал убить Кази собственноручно. But the Lord says that sometimes just simply to display and to get the devotees inspired by his anger. Но иногда Господь Чайтанья говорил такие вещи, чтобы вдохновить преданных своим гневом. But Lord Chaitanya never, as we said, he didn't come to kill anyone. Но как мы уже говорили, Господь Чайтанья в это свое явление не собирался никого убивать. One of the unique qualities of Mahaprabhu's pastimes is instead of killing the demons, he came to kill demoniac mentality. Потому что один уникальный аспект явления Господа Чайтаньи заключается в том, что вместо того, чтобы убивать демонов, Господь Чайтанья убивает демонический дух в них. And there are many places where the Lord says, I will kill, I will sever his head from his body. Что в многих местах говорится, Господь Чайтанья говорит, ну я его убью, я ему голову снесу. Even Advaitacharya, when he was calling the Lord to descend, he was describing the state of affairs in Navadvip and how all the materialists were so absorbed in the materialistic way of life. И, например, описывается, когда Господь Адвайта Ачарья взывал Господу Чайтанье, чтобы тот явился, то чтобы вдохновить его, написывал плачевное положение дел в Навадвипе, и как эти материалисты, населявшие Навадвипу, тогда погрязали в своем материалистическом образе жизни. He said, I will make the Lord descend to deliver these rascals. И он сказал, что я призову Господа, чтобы он пришел и спас всех этих негодяев. And if the Lord doesn't come, I will sever all their heads from their body. Но если Господь не согласится прийти, тогда я просто подрубаю им всем голову. Adds a little flavor to the lila. Придает определенного вкуса этой лилии. But he actually knew that the Lord would descend. Конечно, он знал, что Господь придет. And therefore, sometimes we see such statements there, and they're repeated quite frequently. Иногда такие высказывания можно встретить там и сям в читании. No heads were severed in Gaur Lila. Но никакие головы не слетели ни с чьих плеч в Гаур Лиле. And anyways, so yesterday we were talking about how that when the Lord went to Chand Kazi's house, and because the Kazi had stopped all the devotees from having kirtan. Но мы вчера говорили о том, что когда Господь пришел к дому Чанда Кази, и причиной этому было то, что Чанд Кази остановил киртан. And he even broke a mridanga. И даже разбил мридангу. And he threatened them that if they ever went onto the streets and went into the streets and were chanting in this way, that they would lose all their possessions and he would take away their status. И он пригрозил также, что если люди после этого осмелятся выходить на улицы с киртанами, то у них конфискуют все имущество, а самих их лишат всякого положения в обществе. And all the devotees then went to the Lord and they appealed to him that we cannot go in the streets, we cannot chant, we're restricted by this Kazi. Огорченные преданные обратились к Господу Чайтанье и сказали, что теперь Кази мешает нам выходить на улицы и петь. And of course Lord Chaitanya encouraged them all to assemble and to go to light torches and to go into the street and everywhere chant the holy names of the Lord. Но Господь Чайтанья в ответ вдохновил их всех, тем не менее, выходить на улицы и петь бесстрашно святые имена Господа с горящими факелами в руках. Of course, sometimes when devotees hear of these things, they also get a little bit Belligerent. Not belligerent, justified, and to do things sometimes which they may not be able to accomplish as well as the Lord can.
Конечно, иногда, когда преданные слышат такие высказывания, они начинают преисполняться решимости на поступки, которые на самом деле им не удастся совершить так хорошо, как Господу удалось в Его время. As we read yesterday, Prabhupada specifically said that just as the Lord dealt with everyone according to time, place, and circumstance, and he said in the commentary, the devotee must become expert in time, place, and circumstance, how to apply these principles. Потому что, как мы вчера читали комментарии Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада говорит, что точно так же, как Господь учитывал время, место и обстоятельства и искусно действовал в соответствии с этими соображениями, также Его преданные, идущие по Его стопам, должны также всегда очень искусно применять свой разум во времени, месте и обстоятельствах. So we should be careful not to imitate the Lord. Поэтому мы никогда не должны подражать Господу. But to follow in the footsteps is what Srila Prabhupada always emphasized. Но мы должны всегда идти по стопам того, что подчеркивал для нас как принцип Шрилы Прабхупады. So they went to the house of Chandkazi. И вот они отправились к дому Чандакази. And when Chandkazi heard all the sound, noise out there, he became very afraid because he saw they were definitely looked very aggressive. И когда Чандакази услышал этот шум вокруг его дома, то он напугался не на шутку, потому что мог понять, что толпа настроена очень воинственно. So in the house, he went inside and he hid, waiting for the right time. Поэтому он скрылся в внутренних покоях своего дома и спрятался, поджидая подходящего времени. And then Lord Chaitanya sat there and he sent somebody inside to get the Kazi and said, ask him to please come out. Господь Чайтанья пришел, уселся и попросил кого-то сходить за Кази и привести его. So when the Kazi came out, Lord Chaitanya asked him, well, why did you not come? And the Kazi said, well, it didn't seem like it was the right time for me to come before, but when you sent somebody in, now I decided I should come. Когда Господь Чайтанья увидел Кази, спросил, а почему ты сразу не вышел? И Кази сказал, похоже, время было неподходящее для моего выхода, но сейчас, когда ты послал кого-то за мной, я понял, что можно выходить. And as Kaliningadskaya Swami explains that Lord Chaitanya sat and he was very peaceful, very controlled. Кришнадас Госвами объясняет, что Господь Чайтанья пребывал в совершенно безмятежном состоянии духа, спокойном и умиротворенном. И у них сразу же с первых слов завязалась очень дружеская беседа. In fact, the Kazi even began to speak to Lord Chaitanya and said, actually, in our village relationship, he said that your grandfather was my uncle. На самом деле у нас очень тесные семейные отношения, сказал Чандакази Шри Чайтанья Махапрабху, потому что в нашей деревне твой дед был моим дядей. Because Lord Chaitanya's grandfather was Nil Chakravarti, who was the father of Sachimat. Потому что дедом Господу Чайтанье приходится Нил Чакраварти, который был отцом Шачимата. And the Kazi had a village relationship with him. It wasn't that he was his uncle, but in the village relationship, the Kazi is a Muslim and Nilambara Chakravarti was a Hindu. But Muslims and Hindus during those times, they had very close relationships in the same village. У них не было кровного родства, но поскольку они жили в одной деревне, то Нилабара Чакраварти был, конечно, последователем индуизма, а Чандакази был последователем ислама, но тем не менее, поскольку тогда мусульмане и индуисты жили бок о бок очень мирно, то и отношения между ними были практически родственными. And they even considered like family members. И они считали друг друга членами своей семьи. So he said that because we have this kind of relationship, that therefore the nephew should never become angry with the uncle. И поскольку у нас есть такие отношения, нас связывают эти отношения, сказал Чандакази, не стоит гневаться на дядю. And the uncle should also always be kindly disposed towards his nephew. Более того, дядя тоже должен всегда быть очень добр к своему племяннику. So he was trying to pacify the Lord, saying, "Okay," and now because he saw what was going on around him. Он пытался тем самым задобрить Господа Чайтанью, потому что понимал, чем ему грозит обратное. So then Lord Chaitanya then asked the Kazi a particular question. Затем Господь Чайтанья задал Кази конкретный вопрос. And he asked him, he said, "Tell me," he said, "the cow is like your mother, she gives milk, and you drink cow's milk." Он сказал Чандакази, смотри, корова, она как твоя мать, потому что ты пьешь ее молоком. And the bull is like your father, because the bulls, they work the fields for you. А быки являются для тебя как для тебя отцами, потому что ты используешь бычьи силы, чтобы вспахивать поля.
He said, how is it that you can kill your mother and father? Так как же ты осмеливаешься убивать свою мать и отца? So that was his first question to the Это был Qazi. первый вопрос к Чанду Кази. And then the Qazi went to explain what he felt was his justification for killing cows. И Кази попытался оправдать убийство коров, как он это понимал. He says in our scriptures it explains that it is okay to, there are two paths. There's the path of Pravritti Marg and Nivritti Marg. Он сказал, что в наших писаниях есть два пути описанные. В них это путь Праврити Марга и Ниврити Марга. And the path of Pravritti Marg, it's okay to kill cows. И на пути Праврити Марга убивать коров не возбраняется. And then he said to Lord Chaitanya, even in your scriptures it states it's okay to kill cows. Даже в ваших писаниях, сказал он Господу Чайтанье, разрешается убивать коров. So how can you say why that? How can you ask me why am I killing the cows? It's right in the scripture. I'm following the scriptural injunctions. Почему же ты предъявляешь мне претензии то, что мы в соответствии с нашими писаниями убиваем коров? And then Lord Chaitanya countered this by explaining that actually there is no such thing as killing cows according to the Vedic injunctions. На что Господь Чайтанья возразил, что на самом деле в ведических предписаниях нет места для убийства коров, в буквальном смысле слова. According to Vedic injunction, a cow is never killed because it's immediately given a new life. Потому что, согласно Ведам, коров никогда не убивают, потому что стоит их принести в жертву во время жертвоприношения, они сразу обретают новое рождение. And although it appears that the old cow, which are offered in sacrifice, is being killed, he's not being killed at all because he immediately gets a new body. Это только кажется, что старую корову убивают во время жертвоприношения, потому что стоит ей быть принесенной в жертву, как она сразу обретает новое тело. So there's no such thing as killing cows in the Vedic literatures. Поэтому с ведической точки зрения вообще нет места убийству коров. And then he went on to explain that previously such sacrifices were performed, and there were many qualified Brahmins to perform these sacrifices, and no cows were killed. Поэтому раньше, в прежние времена, объяснил Господь Чайтанья, эти жертвоприношения проводились очень опытными браманами, и ни одна корова не гибла в процессе проведения этих Because they are жертвоприношений. always effective in the execution of these sacrifices. Потому что эти опытные браманы всегда добивались успеха в своих жертвоприношениях. But in the current age, this is not possible. There are no qualified Brahmins to perform such sacrifices. Но в нынешние времена таких квалифицированных браманов не сыскать, поэтому и жертвоприношения такие проводить And нельзя. then he explained the defect in the Qazi's understanding about killing cows. И затем Господь Чайтанья указал на определенный изъян или заблуждение в мировоззрении Кази And по поводу убийства коров. finally the Qazi conceded. И в конце концов Кази согласился с аргументами He said, actually, you're right. I have to accept. I'm defeated. и сказал: на самом деле ты прав, я должен признать поражение здесь. And then Lord Chaitanya said, I have another question I'd like to ask you. Но у меня еще один вопрос есть, Господь Чайтанья сказал. This was a really good question. И очень хороший вопрос на самом деле. He said, you are the magistrate of this entire city. Ты же судья во всем городе, где мы живем. And you're a Muslim, but how is it that you are allowing the chanting of Krishna's names everywhere throughout your city? Ты при этом мусульманин, так как же ты позволяешь или миришься с воспеванием святых имен Кришны во всем твоем городе? And when Lord Chaitanya asked the Qazi that question, then the Qazi said to Lord Chaitanya, I can answer you, but do we have to do it here? There's a lot of people around listening to this conversation. И когда прозвучал вопрос Господа Чайтаньи, Кази сказал ему: я могу ответить на твой вопрос, но не здесь, потому что здесь слишком много свидетелей нашей беседы. Because everybody, thousands and thousands of people are standing there as Lord is speaking to the Qazi. Вокруг них толпились тысячи людей, и все они, например, очень внимательно слушали беседу Господа с Кази. He wanted to go someplace else where they could talk privately. Поэтому Кази захотел в приватной атмосфере ответить на вопрос Господа. He wanted to answer the question, but he didn't want everybody to hear it. Он собирался ответить на вопрос, но при этом не хотел, чтобы другие услышали его ответ. But Lord Chaitanya said, no, that's okay. They're all my confidential associates. Но Господь Чайтанья сказал: ничего, все эти люди вокруг нас, они мои доверенные спутники. Whatever you say can be heard by everyone. Все, что ты скажешь, они могут также слышать. So then the Qazi told him, he said, do you remember when I went out and broke that mandanga? Помнишь, сказал Кази, когда я сломал или разбил мридангу? He said, that very night I had a dream. Вот в той ночью мне приснился сон. In the dream, this very fearsome lion appeared to me. И во сне ко мне пришел наводящий ужас лев.
And he had the body of a human and the face of a lion. Вернее, не совсем он был львом, у него была голова льва, но тело было человеческое. And he said to me, "You have broken the mridanga." И сказал мне: ты разбил мридангу And you have stopped the congregation of chanting. и помешал проведению совместного воспевания святых имен. And he said, "If you do this again, I will destroy you." Если ты еще раз это сделаешь, я тебя просто уничтожу. And then with his nails, he clawed my chest. И он поцарапал мою грудь своими когтями. And he struck fear in my heart. И вселил ужас в мое сердце. And then the Qazi opened up and showed him that on his chest were the claw marks of the Lord who appeared to him in his dream. И затем Кази расстегнул рубашку и показал, что на его груди по-прежнему оставались следы от когтей Господа. So as I was saying before, that whenever the Lord deals with his devotees, there's always different incarnations or his devotees that appear to assist the Lord in displaying his harmless compassion. Как я сказал вам, всегда, когда Господь являет свое безвредное сострадание, то ему в этом помогают другие преданные воплощения. So the Lord in the form of Lord Nrsimhadev appeared to the Qazi in his dream. И точно так же Господь в форме Нарасимхадева явился Кази во сне. And struck fear in his heart. И вселил ужас в его сердце. So he knew from that point on that he couldn't do anything because he was warned, if you do, you stop it again, I will destroy you. И таким образом Кази понял, что ему больше не стоит вмешиваться в проведение, мешать проведению Харинама Санкиртана, потому что тогда уж ему точно не сдобровать, его предупредили. And then he said the very next day, the orderlies that I had sent out to stop the kirtan, they came back to me and reported to me. И в тот же самый день, на следующий день, вернее, те рассыльные, как их называют, представители Кази, people who carry out the orders of that's an orderly. Эти приставы, судебные, которых отправили, приставы называют их по-русски, которых отправили, чтобы исполнить приказ Кази, остановить киртан, обратились к нему с отчетом. And they came back and they started to complain to the Qazi. И они пришли обратно к Кази и стали жаловаться ему. That every time we tried to stop the kirtan, a flame would appear on our face and our beards would go up in flames and our faces would become blistered. Каждый раз жаловались ему приставы, когда мы пытались остановить проведение киртаны или санкиртаны в каком-то месте, то стоило нам попытаться вмешаться в проведение санкиртаны, как наши бороды начинали гореть у нас прямо на лицах. Они сжигали наши лица, и лица покрывались волдырями от того, что наши бороды были охвачены огнем. And one by one the orderlies would come and report what they were experiencing to the Qazi. Every one of them, their beards would burn and their face was blistered. И каждый пристав один за другим, которые приходили, все они жаловались на одно и то же событие. Стоило попытаться помешать проведению санкиртаны, как их бороды сразу охватывало пламя, и их лица покрывали ожоги. Harmless mercy. Безвредная милость. What would have happened to them if that didn't happen to them? Что бы с ними произошло, если бы они вот такую безвредную милость не They would have получили? been destroyed. Их, скорее всего, просто бы уничтожили. A little blister on the face is nothing compared to. Отделались легкими ожогами. And then, after they came and reported to the Qazi, then many of the people in the city, they started complaining to the Qazi. И Muslims. не только приставы стали жаловаться Кази, но и многие другие обычные жители, мусульмане, стали жаловаться Кази. And the Qazi began explaining to Lord Chaitanya how the Muslims would come and tell them that we're hearing all of these Hindus going out to the streets chanting the names Krishna, Krishna, Hari, Hari. И эти мусульманские жители и Навадвипы стали жаловаться Кази, что мы повсюду видим этих индусов, они просто заполонили все улицы и только делают, что поют Кришна, Кришна, Хари, Хари. And it's disturbing us so much, but somehow we can't stop saying these names after hearing it from them. Нам это, конечно, жутко не нравится, но что самое неприятное, это после того, как мы слышим эти пения Кришна, Кришна, Хари, Хари, то мы сами начинаем повторять тоже Кришна, Кришна, Хари, Everyone Хари. who we talk to, И не можем остановиться. they have these names like Krishna Das, Ram Das, Hari Das. И все эти индусы, их зовут Кришна Дас, Рама Дас, Хари Дас. And simply by hearing them, we find ourselves
by some mystical reasons, we're always saying these names. Hari, Hari. И так иначе, поскольку мы видим их, у нас языки сами каким-то волшебством начинают повторять те же самые имена. Кришна, Кришна, Хари, Хари. And they would ask the Kazi, please, help us. Пожалуйста, помоги нам, взмолились они Кази. Of course, the Kazi all this time was telling all this to Lord Chaitanya. Все это рассказывал Кази Господу Чайтанье. And he was repeating the names, Hari, Krishna, Ram, many times. И рассказывая talking to the Lord. Эту историю Господу Чайтанье, самому Кази также приходилось все время повторять по много раз Кришна, Хари, Рама. So the Kazi then told Lord Chaitanya, I told him to go home and don't worry, I'll take care of it. И я рассказал Кази Господу Чайтанье, я сказал всем этим пришедшим ко мне жалобным мусульманам, идите по домам, не беспокойтесь ни о чем, я все улажу. And then the non-believer Hindus came to me and started complaining about this Nimai and his kirtans. Но потом неверующие индусы стали к мне досаждать и жаловаться на этого Нимая. They were Hindus, but they had no faith in Sankirtan, the holy names of the Lord. Они-то были индусами, но у них не было никакой веры в Харинама Санкиртан. And they started complaining to the Kazi, like, you're supposed to protect us. И они стали жаловаться Кази, говоря, какой же ты защитник? Who are these sentimentalists in the street who are going out and engaging in the Sankirtan? Nowhere in our scriptures do we see anything about so-called Sankirtan. Кто эти сентименталисты, которые занимаются так называемой санкиртаной? Мы прочитали наши писания от корки до корки, нигде там нет никакого упоминания о этой санкиртане. They're ruining our reputation. Они портят нашу репутацию. Not only that, but it says in the scriptures that we shouldn't make the names of God so public, because if you do, they'll lose their potency. Более того, в наших писаниях говорится, что нельзя повторять имя Господа в суе, потому что тогда они теряют свою силу. So the non-believer Hindus started complaining to the Kazi. Следующими досаждать Кази стали со своими жалобами неверующие индусы. And they said they should do something about this Nimai Pandit. Every time, they said, because of this Nimai Pandit, all of them feel so empowered to do what they're doing. И ты должен сделать что-то с этим Нимаем, стали жаловаться мои индусы, потому что если ты именно из-за Нимая все вот эти те, кто участвует в санкиртане, сентименталисты чувствуют себя такими уверенными. Of course, they are also repeating the names Krishna, Ram, Hari. Разумеется, эти неверующие индусы также повторяли в процессе своей жалобы Кази имена Кришны, Хари и Рама. They are also becoming objects of the Lord's harmless mercy. Они тоже стали получать безвредную милость Господа. So then the Kazi was explaining this the reason why he has to let all of this chanting go on in the city. И Кази пришлось объяснить причину, по которой он позволял Харинама Санкиртане проходить на улицах города. And then the Kazi actually began to confess to the Lord, actually, I can see you are not different than the Supreme Lord. И потом Кази признался Господу, на самом деле в моих глазах ты не отличен от Верховного Господа. I've heard that people call you Gohari. Can I call you Gohari? Я слышал, что тебя называют твои последователи Гору Хари, а мне можно называть тебя Гору Хари тоже? He said, please be merciful to me. Будь, пожалуйста, милостив ко мне. And Lord Chaitanya said, you've already received mercy. Ты уже получил милость, ответил Господь Чайтанья. Simply because you've been repeating the names, Hari, Krishna, Narayan, repeating all these names, all your sinful reactions have immediately been destroyed. Поскольку ты уже повторил много раз имена Кришна, Хари и Нараяна, все твои грехи уже уничтожены. Lord Chaitanya touched his body. И затем Господь Чайтанья прикоснулся к его телу. And then, after touching his body, Kazi began manifesting ecstatic symptoms of love for the Когда Lord. Господь Чайтанья прикоснулся к телу Кази, то Кази стал чувствовать признаки экстатической любви к Господу. And then he asked the Lord, please, ask me, let me do something. What kind of charity can I give? Something I can give you. Пожалуйста, сказал Кази, пожалуйста, позволь мне сделать что-то, какое-то служение оказать. Какую милость я могу оказать? Ask some favor for me. Let me render some service. Пожалуйста, позволь мне сделать что-нибудь полезное, оказать какое-то служение. And then the Lord told the Kazi, he says, yes, I ask that you will never stop the Sankirtan yajna. И Господь сказал, хорошо, я прошу тебя об одном, чтобы ты никогда больше не мешал проведению Санкиртаны Яги снова. And then the Kazi said, not only will I never stop the Sankirtan Yajna, but all my descendants, for as long as any descendants in however many generations there may be, they should never also stop the Sankirtan Yajna.
Конечно, сказал Кази, не только я не буду мешать проведению санкиртана, но я сдам указ, что все мои потомки, сколько бы мой род ни продолжался в будущем, все они также должны всегда поддерживать санкиртан, я никогда не мешать. So again, this example that we read about from Navadvita Mahatmya is that the Lord was very merciful. He gave love of Godhead to the Kazi. Итак, на Навадвита Махатме описывается, что Господь был настолько милостив, что явил свою милость Кази. And not only was he merciful to the Kazi, but to all those who were inhabitants of Navadvita, simply by chanting Krishna's name, they became intoxicated and they couldn't give up the chanting of Krishna's name. Он не только явил свою милость Кази, но и всем обитателям Навадвипы, потому что когда они стали повторять святое имя Господа, то опьянели и не смогли перестать. He made everyone qualified to become delivered by his mercy. Своей милостью Господь Чайтанья удостоил всех правом на спасение. Again, another example. This is there's so many. Oh, Krishna. There's so many examples I could give. Еще много есть примеров, которые мы могли бы привести. Chaitanya Charitamrita is filled of examples of how the Lord was very merciful to his devotees. Читание Чаритамрита полна примеров того, как Господь оказывал свою безграничную милость своим преданным. And merciful to the non-devotees alike. И также проявлял свою милость непреданным. And how he was always very kind and respectful and tolerant. Как он всегда был очень добр, уважителен и терпелив. And how he transformed everyone, of course, because he's the Supreme Lord. И как он обращал всех, преобразовывал каждого, потому что, разумеется, был Верховным Господом. But because he was always very kind and respectful towards everyone who he transformed. Но делал это, преображал сердца всех, кем он встречался, именно потому, что был очень добр ко всем и очень уважителен к ним. And therefore, whoever was the object of his mercy, they became great Vaishnavas. Поэтому каждый, кто обретал милость Господа, становился великим вайшнавом. That's why a devotee always prays, please make me an object of your mercy. Поэтому преданный молится, пожалуйста, пролей на меня свою милость также. Because what is the characteristic of a devotee? Какова одна из отличительных черт преданного? What is it the most astounding feature that attracts the Lord? Какова черта преданного, которая наиболее сильно привлекает Господа своей удивительностью? What is the most astounding feature that attracts the Lord's mercy is the devotee's humility. Самое удивительное в характере преданного – это его преданность, прошу прощения, его смирение, которое привлекает милость Господа. The devotee always feels completely dependent on the mercy of the Lord and the mercy of his devotees. Потому что преданный всегда чувствует полную зависимость от милости Господа и его преданных. He never thinks he can achieve any status of any value in life without mercy. Он думает, что без милости Господа он не сможет рассчитывать, получить или достичь чего-либо ценного в своей жизни. But he doesn't feel qualified for that mercy. Но при этом сам не чувствует, что что достоин получить эту As we милость. were answering a question yesterday about the devotee never feels that I have this entitlement, I have to get this mercy. Как мы вчера, отвечая на вопрос после лекции, сказали, что преданный никогда не чувствует, что милость ему положена. If I don't get the mercy, I won't do anything. Если преданный не думает, вот я не получу милость, вообще от меня ничего не дождетесь. A devotee knows that someday he'll get mercy. Нет, преданный знает, что однажды он эту милость получит. He has complete faith that although I'm not qualified, someday I will get. У него есть полная вера в то, что хотя я недостоин ее получить, однажды я ее получу. Because without mercy, I can never achieve bhakti. Потому что без милости Господа я никогда не смогу рассчитывать обрести бхакти. I can never understand what is pure devotional service. Без этой милости никогда не смогу понять, что такое чистое преданное служение. I can never understand the Lord. Никогда не смогу понять Господа. Atapite deva padambujadvaya prasada lisanagrihita evihi. Unless one gets a drop of mercy for Krishna's lotus feet, he can never understand Krishna. В этом стихе из Бхагаватам говорится, что пока человек не получит хотя бы капли милости лотосных стоп Господа, он никогда не сможет понять Господа Кришну. That is a devotee. Это преданный. And because a devotee doesn't demand that mercy, he always patiently waits for it. Поскольку преданный никогда не требует милости Кришны, он просто терпеливо ждет ее. You are free to give whatever you feel I'm fit to receive it. И ты можешь дать мне, Господь, все то, что ты считаешь, я заслуживаю и что я достоин получить. But I know that without it, I have no hope. Но я знаю, что без твоей милости у меня нет никакой надежды. That is
That is a devotee. He knows, he sees from the examples given in Shastra. Он знает об этом из примеров в шастрах. How merciful and compassionate Lord Chaitanya is to those who take shelter of him. Он знает о том, что Господь Чайтанья очень милостив и сострадательный к тем, кто принимает прибежище у него. Just like there's that short story of the brahmachari who entered the kirtan at the house of Srivas Thakur. Какая-то короткая история, небольшая история про брамачари, который прокрался на киртан Господа Чайтаньи в доме Шриваса Тхакура. That brahmachari was thinking, I want to see these kirtans. Брамачари думал, ну вот я сейчас прокрадусь и посмотрю этот киртан. And he was very persistent with Srivas. Let me in, let me in, let me in. Он настаивал Шривасу Тхакуру тайком провести его на киртан. And he tried to actually justify his qualification to enter the kirtans by describing how austere he was. И он пытался оправдать в глазах Шривасы Тхакура свое желание тем, что он был очень аскетичным и рассказывал ему про это. I only eat little berries and roots in the forest and drink a little milk. Я не ем ничего, кроме некоторых лесных, немножко горсть лесных ягод, немножко кореньев и немного молока. Вот и все. And he thought that was his И qualification. думал, что этим он удостаивается права But he was so persistent with Srivas Thakur, he decided one day that he would let him in the kirtan. попасть на киртан Господа Чайтаньи, и так достал Шривас Тхакура, что однажды он решил, ну ладно, пусть и пройдет. And then as the kirtan was going on, all of a sudden in the middle of the kirtan, Lord Chaitanya stopped. И вот киртан проходил, был в самом разгаре, и вдруг в самый разгар киртана Господь Чайтанья остановил его и сказал: He said, I'm not feeling the same ecstasy I usually feel. Somebody in here is not a devotee. что-то не чувствую прежнего экстаза от киртана, наверняка здесь присутствует какой-то непреданный. Because during his nocturnal kirtans in the house of Srivas Thakur, Lord Chaitanya was specifically relishing the mellows of ecstatic love in kirtan with his confidential devotees. Потому что во время этих ночных киртанов Господь Чайтанья все время пребывал в экстазе, блаженства в обществе своих сокровенных преданных. And all the materialists, they were excluded. They were not welcomed in. Любви к Богу, а всех материалистов просто не пускали на киртан. The doors were closed to them. Перед ними закрывали двери. Sometimes they would bang on the doors. Let us in, let us in. What are you doing in there? Они колотили по дверям, говоря: пропустите нас внутрь, чем вы там занимаетесь? They heard all the sounds coming out of there, and they started suspecting him of doing wrongful acts. Они слышали звуки, доносившиеся из-за закрытых дверей, и стали подозревать что-то недоброе. Наверняка они занимались чем-то предосудительным. And they would complain to each other. И стали жаловаться друг другу. But the Lord was specifically relishing this loving mellows with his confidential devotees. Но Господь за закрытыми дверями наслаждался сокровенными вкусами преданного служения в обществе своих сокровенных преданных. He said, somebody in here is not a devotee. И в этот раз Господь Чайтанья сказал: похоже, сюда прокрался непреданный. And Srivas Thakur said, oh, I'm in trouble. Шривас Тхакур подумал: все, я погорел. So he immediately said, but he only drinks a little milk. И сразу в своей оправдании сказал: да, но этот непреданный ест всего лишь молоко, немножко молока. He thought he was going to get off the hook. И подумал, что ему сойдет с рук из-за этого. And Lord Chaitanya immediately became very angry. И Господь Чайтанья немедленно разгневался. He said, what qualification does he have for seeing my kirtans? И что это удостаивает его права видеть мои киртаны? Do you think simply because he's a milk drinker he can qualify to see my kirtans? И что он думает, что это молокосос удостаивается права видеть мои киртаны просто потому, что он только молоко ест? Get out! Убирайся прочь отсюда. And the brahmachari was very afraid. И брамачари испугался не на шутку. He was told to get out. Ему сказали: убирайся. So he immediately went for the door. И отправился к двери. But within his heart he was thinking how merciful the Lord was to him to chastise him in this way. И по пути к двери он подумал в своем сердце: Господь Чайтанья очень добр ко мне, потому что отругал меня. And he immediately accepted the chastisement. Он смирился с этими резкими словами Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya, who's merciful to everyone, and the super soul in the heart of all living beings, Господь Чайтанья, как сверхдуша в сердце каждого, милостивый ко всем, he could immediately understand what took place in his heart. мог понять, о чем думал в своем сердце этот брамачари, He told the brahmachari, stop, и сказал ему: остановись, come back. возвращайся. The brahmachari came before the Lord, and the Lord placed his lotus foot on his head Брамачари подошел к Господу, и Господь поставил ему лотосную стопу на голову and said, don't ever think that simply by performing austerities you can achieve love of God again. и сказал ему: никогда не думай больше, что просто совершая аскезы ты можешь обрести любовь к Богу. Mercy. Милость. The Lord was ready to give his mercy to everyone. The devotee he's so eager for that mercy in whatever form it comes. Господь Чайтанья готов наделить своей милостью того преданного, который готов
и очень жаждет принять эту милость в любой форме, в которой бы она ни пришла. The Lord's chastisement was considered to be the greatest mercy. И когда Господь ругает своего преданного, наказывает, то вот это считается величайшей формой Его милости. It was so much mercy that when Advaita Acharya heard that Lord Chaitanya banned Kamalakanta Vishvasu from his association, Когда это настолько ценная форма милости, что когда Адвайта Ачарья узнал о том, что Господь Чайтанья запретил Камалаканте и Вишвасе показываться ему на глаза, he banned him from his association because Kamalakanta Vishvasa thought that Advaita Acharya had a debt to Maharaj Prataparudra and he wanted to pay it on his behalf. он запретил Камалаканте и Вишвасе показываться себе на глаза Господь Чайтанья, потому что однажды Камалаканта подумал, что Адвайта Ачарья задолжал царю Пратапарудре и предложил оплатить долг Адвайта Ачарьи самостоятельно. And when Lord Chaitanya heard that Kamalakanta Vishvasu thought that Advaita Acharya had a debt to the king, he said, how on one hand can you accept him as the Supreme Lord, and on the other hand say that he has a debt to the king? И когда Господь Чайтанья узнал об этом высказывании Камалаканта и Вишваса, то он возгневался и сказал, как это можно понять, что с одной стороны ты считаешь Адвайту Ачарью верховной личностью Бога, а с другой стороны думаешь, что у него есть долг перед царем Пратапарудрой. Tell this Baliya to get out of here. He called him a Baliya. Get out of here, I don't want to see him. Этот Балия, марш отсюда, я видеть тебя больше не хочу. And then when Advaita Acharya heard that Lord Chaitanya chastised Kamalakanta Vishvasa in this way, he went back to him and said, oh, you're so fortunate. И когда Адвайта Ачарья узнал, что Господь Чайтанья так отругал сурово Камалаканту Вишвасу, выгнал его, то он сказал Камалаканте Вишвасу, ты такой удачливый. He said, you're so fortunate because you've been chastised by the Lord. Ты очень удачливый, потому что Господь лично отругал тебя. He said, I wanted to get chastised for so long, but he wouldn't chastise me. Я уже давно мечтаю о такой удаче, но он меня почему-то не отругивает. I had to start preaching the Yoga Vashishta, Mayavad philosophy. Only then would he chastise me. Я смог добиться этой милости от Господа Чайтаньи, чтобы он меня отругал, только когда для этого мне пришлось специально проповедовать философию Майявады, йога Васишту. And then he chastised Sachimata also in this way for some small mental offense. Также он Шачимату отругал за то, что она в уме допустила небольшое оскорбление. You're so fortunate to be chastised by the Lord. А ты такой удачливый, тебе удостоилось права или удача быть отруганным самим Господом. He calmed Kamalakanta Vishvasa down. Он успокоил Камалаканта Вишвасу. And then he went back to Lord Chaitanya. Затем вернулся к Господу Чайтанье. He said to Lord Chaitanya, how are you giving him so much mercy, much more mercy than you've ever given to И me? сказал, ты чего это? Ему даешь больше милости, чем мне. Advaita Acharya was upset. Он очень огорчился этому Адвайта Ачарье. Said, you chastised me, but your chastisement to me was nothing in comparison to what you've done to Kamalakanta Vishvasu by banning him. Ты, конечно, отругал меня однажды, но твоя ругань в мой адрес не идет ни в какое сравнение с той великой удачей в форме ругани в адрес Камалаканта Вишвасу, которому ты вообще запретил показываться себе на глаза. This is how Advaita Acharya was thinking. Вот так Адвайта Ачарья думал. Of course, then Lord Chaitanya told Advaita Acharya, tell Kamalakanta Vishvasa to come here, I want to talk to him. Но когда Адвайта Ачарья сказал Господу Чайтанье об этом, Господь Чайтанья сказал, ну попроси Камалаканту вернуться ко мне, я с ним поговорю сейчас. Such mercy. Такая милость. The chastisement of the Lord is so merciful. It's manifestation of His mercy. Когда Господь ругает кого-то или наказывает кого-то, то это проявление Его милости. However the Lord deals with His devotees is the Lord's mercy. Как бы ни обращался Господь со своим преданным, это форма Его милости. I just made me think of one quote and I'll end here. Я хотел бы завершить это одной еще цитатой. There's one quote I remember from Srila Bhaktisiddhanta in his Amritavani. Из Амритавани, который Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур произнес эту цитату. It's about mercy. О милости. Here it is. Everything about the Lord is merciful. Все, что связано с Господом, наполнено милостью. There is no inauspiciousness in the Lord's arrangements. И во всех планах Господа или Его поступках нет ни грамма неблагоприятности. Whatever He does is for the good of all living entities. Все, что бы ни делал Господь, несет высшее благо всем живым существам. Those conditioned souls who consider interference to their sense gratification inauspicious. А те же обусловленные души, которые считают, что помехи в их чувствам наслаждения являются неблагоприятными,
or as an example of the Lord's cruelty, или доказательством жестокости Господа, understand only one move of the chess game. просто видят шахматную игру всего лишь на один ход вперед. They do not know what will happen 4 or 5 moves later. Им невдомек, что случится через 4 или 5 ходов в этой игре. The mercy of Sri Chaitanya Dev and his devotees, again, the mercy of Sri Chaitanya Dev and his devotees is causeless and yields no negative results. Милость Господа Чайтаньи и его преданных она беспричинна и не приводит к никаким дурным последствиям. When a doctor prescribes a bitter medicine, the patient thinks him cruel. Когда доктор прописывает пациенту горькое лекарство, пациент обижается на врача, думая, что он очень жестокий. When he becomes cured by taking that medicine, though, he understands how merciful the doctor really was. Но когда пациент излечивается от своей болезни, принимая это горькое лекарство, тогда до него доходит, насколько милостивым к нему был врач. Again, mercy of Chaitanya Dev and his devotees is causeless and yields no negative results. Снова этот лейтмотив повторяется здесь. Милость Господа Чайтаньи, Дева и его преданных беспричинна и не приводит к никаким дурным последствиям. Harmless mercy. Безвредная милость. Harmless compassion. Безвредное сострадание. Therefore we simply pray to be objects of the Lord's mercy. Поэтому просто молимся о том, чтобы быть объектом милости Господа. That is how a devotee appeals to the Lord. Please be merciful to me. Вот так взывает к Господу преданный. Пожалуйста, будь милостив ко мне. I'm not qualified for your mercy. Я не достоин твоей милости. But I know without it I have no hope. Но знаю, что без нее у меня нет никакой надежды. Be merciful to me today, 10 years from now, 100 years from now, 100 lives from now. И неважно, когда ты прольешь на меня свою милость сегодня, через 10 лет, через 100 лет или через 100 жизней. But I'm ready to wait for your mercy. Но я готов ждать, сколько потребуется твоей милости. Because without it I have no hope. Потому что без нее у меня нет никакой надежды. That's what attracts the Lord. Это и привлекает Господа. The Lord is very attracted by that mentality. Господь очень привлекает такое настроение. He can't turn away И он не может отвернуться от такого прямо. from devotees who actually have that much faith in Him. От преданного, у которого так много веры в него, в Господа. He cannot turn away. Господь не сможет отвернуться от такого He will преданного. help them. И поможет таким преданным. And His mercy becomes accessible. И милость становится доступна таким преданным. It may come in small doses. Она может приходить к ним по небольшим порциям. It may not come as a lightning bolt. Может не прийти к ним как молния. It may not come immediately. Может не прийти к ним немедленно и вся. But a devotee expects that someday the Lord will be merciful to me. Но преданный ожидает, что рано или поздно Господь смилостивится надо мной. Whenever He wishes, that is His choice. А когда Он решит смилостивиться, это Его решение, Его правило. But I'll never give up glorifying Him. Его выбор, но я никогда не перестану прославлять Его. And I'll never give up chanting His names. Никогда не перестану повторять Его имена. That is bhakti. Вот это бхакти. That's what attracts Lord Chaitanya's mercy. Это очень привлекает милость Господа Чайтаньи. Okay, we'll stop here. Здесь мы остановимся. I think it's probably too late.